Всем привет, ребята! Вы на канале Оазис Знаний. Сегодня в нашем топе вы сможете посмотреть на самые редкие и в то же время необычайно красивые природные явления. Эти явления отлично доказывают, что наш мир удивителен и прекрасен, и что ни на секунду не стоит в этом сомневаться. Когда впервые сталкиваешься с созерцанием такой красоты, то невольно осознаешь, что наши предки не зря верили, что подобное — это самое настоящее проявление сил свыше. Погода может быть хорошей или плохой, однако ее аномалии зачаровывают нас всегда. Мы собрали топ-10 самых необычных природных явлений, которые случаются по всему земному шару и наблюдаются крайне редко. А перед началом мы вам напомним, чтобы вы не забыли подписаться на наш канал и поставить лайк, так вы будете в курсе всего самого интересного и удивительного. А теперь опустошайте свои холодильнички, устраивайтесь поудобней, а мы начинаем. Северное сияние. Северное сияние – одно из самых очаровательных и вдохновляющих природных явлений, которое происходит только вокруг Арктики и арктического круга. Северное сияние вызвано сплавом заряженных частиц и атомов, которые типичны только для этих двух областей на Земле. А одно из лучших мест, чтобы наблюдать за этим естественным природным явлением, находится в Лапландии, северной части Финляндии. Там вы сможете столкнуться с богатой дикой природой и абсолютно необитаемыми областями, в то время как лучшие условия для наблюдения за феноменом обеспечены совершенно прозрачным небом, без городского ночного освещения, отсутствия телекоммуникационных сигналов или загрязнения воздуха. А Аврора Бореалис действительно романтическое чудо, потому что появляется на очень большой высоте и походит на синие, желтые, зеленые, красноватые и фиолетовые реки в небе, которые усеяны бесчисленными яркими звездами. Миграция бабочки-монарха. Бабочки-монарх – одни из самых красивых существ, которые вызывают чувство восхищения и любви. Эти бабочки демонстрируют яркое соединение оранжевых и черных цветов и часто встречаются в США, Мексике и Меланезии. Однако, когда дело доходит до наблюдения за монархами, самое лучшее место находится в США во время их миграции из Канады в Мексику и назад. Например, во время пешей прогулки в парках Калифорнии вы можете быть свидетелем многочисленных деревьев, ветви и листья которых заштрихованы в оранжевые и черные цвета, потому что деревья усеяны бабочками монарха. Утренняя глория. Утренняя глория – это редкое метеорологическое явление, грозовой воротник, который формируется на границе наступающего холодного фронта. Нисходящий поток воздуха вынуждает теплый влажный воздух подниматься и охлаждаться. В результате он остывает ниже точки росы и превращается в облако. Это происходит по всей протяженности фронта. Облако получается длиной до 1000 километров и к тому же вращается вокруг продольной оси. А скорость перекатывания облака может достигать 60 километров в час, что предвещает шквальный ветер и плохую погоду в направлении движения воротника. По характеру происхождения утреннюю глорию можно считать торнадо, который лежит на боку. Она регулярно появляется осенью на севере Австралии и изредка в других частях света. Фитонеоновые пляжи. Цветение водорослей в морях и океанах может показаться не таким уж эффектным. А вот когда одноклеточные живые организмы зажигают океан красивым голубоватым светом по ночам, это настоящее чудо. Планктон заставляет воду светиться красивым голубоватым светом, особенно во время волны. Это может быть незабываемым приключением для тех, кто не боится купаться по ночам. С заходом солнца прибрежные волны Мальдивского архипелага подсвечиваются неоновыми огнями.
Иллюминация возникает от жизнедеятельности фитопланктона, которую можно наблюдать с июля по февраль. Так водорости реагируют на стрессовые ситуации. Возбуждение происходит, когда волны бьются о берег, доска серфера или лодка контактирует с водой, а босые ноги с песком. Вулканические молнии. Вулканическая активность обеспечивает очень питательную среду для впечатляющих разрядов, причем несколькими способами. Невероятное количество выбрасываемой вулканической пыли и газа создает плотный поток заряженных частиц. Это вызывает электростатическую ионизацию и, как следствие, очень мощные и очень частые молнии, которые стараются нейтрализовать заряд. Наблюдается два типа молний. Первые, бьющие из кратера и связанные с электрическими процессами в магме. Вторые же, происходящие в облаках и связанные с трением вулканического пепла. Впрочем, процессы газообразования у вулканов очень сложные и зависят от множества факторов: температуры, высоты извержения, дисперсности пыли и ее состава. А из-за большого числа твердых частиц вулканического пепла такие грозы также называют грязными. Мурмурация. Несравнимое ни с чем явление еще называют черное солнце Дании. Ранней весной можно наблюдать, как огромное количество скворцов собирается в стаи и создает в небе невероятные фигуры, которые даже закрывают собой солнце. В большинстве случаев происходит это на закате. А если хотите увидеть такое собственными глазами, тогда отправляйтесь на юг Ютландии, где собирается больше всего птиц. По возвращению домой из теплых краев огромные стаи скворцов закрывают собой солнечный свет. Черное солнце или небесный танец птиц проходит в непрерывном полете, образуя причудливые формы. Скорость многотысячной стаи во время маневров достигает 40 км в час. Эти фигуры не имеют систематичности, но скворцы не сталкиваются друг с другом. Озеро Натрон. На севере Танзании находится необычное озеро Натрон. Оно покрыто коркой соли, которая на протяжении года может менять свой цвет. Например, можно увидеть сочные красные и розовые оттенки. Связано это с наличием в воде микроорганизмов и их жизнедеятельностью. Также у этого озера есть одна очень необычная мрачная особенность. У него очень высокая кислотность, из-за которой кожу и глаза неподготовленных животных буквально разъедает. При этом у озера есть весьма оживленная среда, которая адаптировалась к жизни в весьма суровом озере. Несмотря на это, всякий раз, когда животному не везет и оно гибнет в водах озера, его тело подвергается мумификации. Нашествие крабов. Каждый год на острове Рождества в течение нескольких дней происходит сезонная миграция миллиона красных крабов, которые движутся из леса по направлению к морскому побережью. Их количество может достигать порядка 100 с лишним миллионов. Обычно миграция начинается в октябре, однако в прошлом году задержка сезона привела к тому, что она началась позже. На пути своего следования красные крабы питаются гниющими плодами фруктовых деревьев, палой листвой, отжившими цветами и даже птичьими трупами, являются настоящими санитарами леса. Во время миграции красных крабов на острове перекрывают дороги, находящиеся на пути их следования, чтобы сократить риск гибели членистоногих и избежать ДТП. Брайникл. Заснять это явление удалось только в 2011 году команде канала BBC. Образование этой необычной подводной сосульки легко объясняется наукой. Соленая морская вода замерзает несколько иначе и превращается не в ледяную твердь, а во что-то похожее на пористую мокрую мочалку. В северных широтах температура воды около минус 2 градусов. Тепло из океанической воды поднимается вверх и подтапливает айсберги, образуя новый лед. Соль из этого льда концентрируется в насыщенный солевой раствор и выходит через мелкие каналы в океан.
плотность рассола выше, а температура ниже, поэтому он устремляется ко дну непрерывным потоком и замораживает вокруг себя морскую воду. И за несколько часов поток покрывается тонкой ледяной коркой, внешне напоминающей сталактит. Голубая лава. Одно из самых разрушительных событий в нашем мире – это извержение вулкана. Но в Индонезии кратер Кива-Инзен на острове Ява извергает голубую лаву вместо традиционной, желтой и красной, которую мы привыкли видеть. Самое интересное в этой лаве – реакция, которую она производит. Сама она, конечно, не голубая. Цвет обеспечивает сгорание высокой концентрации серы в зоне вулкана. Когда сера горит, она горит синим пламенем, поэтому когда сконцентрированная сера входит в контакт с лавой, то становится голубой. В реальности кажется, будто синие огоньки плывут вниз по склону горы. Это явление можно заметить только ночью. Уважаемые зрители, мы благодарим вас за просмотр. Если вам понравился этот ролик, поддержите его лайком и подпиской. До скорых встреч!